Всем привет! В этом видео я покажу вам все, что нужно для создания внутриигровых покупок в ваших мобильных играх. А для начала давайте подготовим наш проект. Перейдем во вкладочку Edit, Plugins и проверим, активен ли у нас плагин Online Subsystem Google Play. У нас должен быть включен. Если не включен, ставим галочку и перезапускаем эдитор. Далее перейдем во вкладочку снова Edit и Project Setting. Пролистаем до вкладки Platform с Android, и получается у нас в Advanced APK Packing во вкладке Extra Permission нам надо добавить одно значение в array, и здесь нам нужно ввести com.android.vending.billing. Все отлично. com.android.vending.billing. Все отлично. Это покажет Google Play, что у нас приложение содержит внутриигровые покупки. Далее перейдем в корень проекта, во вкладочку Config. В папочку Config создадим здесь папочку Android. Перейдем в нее, создадим здесь текстовый документ. Вот с таким вот содержанием. Его я ставлю в описании. Сохраним его. Сохраним текстовый документ под названием Android engine.ini. Отлично. Android engine.ini. Все отлично, закрываем. Вот наш файлик. Далее давайте создадим товар, который мы будем покупать. Перейдем в Google Play консоль. Я выберу свой проект, который уже готов под все это. Перейду во вкладочку страница приложения. Тут контент для продажи и тут ограниченный контент. Как видите, у меня уже есть некоторый товар. Создам новый. Он будет называться White Them. Тут у нас name, description. Ставим его активным. Указываем цену. Пусть будет 30 рублей. Применить, сохранить. Далее вот этот идентификатор мы будем использовать. Поэтому давайте скопируем его без пробелов. Ctrl-C. Теперь давайте сделаем возможность тестовых покупок в нашей игре. Перейдем в Google Play консоли во вкладке «Все приложения», во вкладочку «Настройки». Тут сведения об аккаунте. Пролистаем в самый низ. И здесь нам надо указать через запятую аккаунты, которые получат доступ тестировщиков и смогут пользоваться тестовой, получается, как карточкой для покупок. Давайте здесь добавим добавим через запятую почту. Запятаем. Какая-то почта. gmail.com. Enter. И здесь нам нужна информация о лицензии. Изначально будет стоять respond normally, а мы переставим на licensed. Получается, и жмем сохранить. Все, теперь получается мы все подготовили. Перейдем к самому коду. Вернемся в проект. Я буду делать это в виджете, это не особо важно. Давайте заранее добавлю тут кнопку button. Просто чтобы мне было куда вешать логику. Отлично. Теперь давайте на event construct будем ставить логику нашу. Давайте возьмем getPlayerController. Из него мы вытащим из logit. Далее branch. На false, получается, если мы не залогинены, мы, получается, логинимся. Show external login UI. Также подключаем его к контроллеру. Из него мы уже будем вызывать ноду read in-app purchase information. Получается нода, которая подгружает наши покупки, как раз таки тот идентификатор, который мы до этого копировали. Давайте создадим переменную. Будет называться она product ID. Перейдем ее в string, вынесем ее. Внесем заранее скопированное в Google консоли идентификатор покупки. Дальше мы сделаем make array. И подключим продукты identify. Что-то тут. Теперь нам нужно... Все получается, у нас на event construct записывается, точнее читается, read, читается информация о наших покупках. Далее на кнопку, на которой у нас якобы делается покупка, мы вызываем ноду make in-app purchase. Давайте также подключим к ней контроллер. Теперь нам надо в product request вытащить make in-app purchase product request, И сюда мы можем как подключить
так и не подключать, да, допустим, просто скопировать наш айдишник, поставить, да, либо просто подключить. Так, у нас из интересного тут есть галочка, да. Галочка отвечает за, получается, многоразовая это или одноразовая покупка. Получается, это у нас одноразовая покупка, галочку мы не ставим. Если, допустим, это игровая валюта, которую надо купить игроку несколько раз, мы ставим эту галочку. Получается, на Success у нас будет идти какая-то логика, да. Допустим, вот мы купили белую тему, и нам надо где-то записать в булевую перемену, что белая тема у нас теперь активна, и игрок может ее использовать. Вот, теперь поговорим о restore. Restore мы вешаем на fail, restore и на push. Почему мы вешаем его на fail? Потому что когда игрок заново установит наше приложение и нажмет кнопку «Купить наш продукт», Google знает, что покупка уже сделана, и он выдает fail. И получается, на fail у нас идет логика restore. И сюда мы подаем через makeArray данные нашей покупки. Все, покупка сделана. Теперь можно заново вызывать нашу логику, да, что, допустим, белая тема доступна, надо записать, что она есть. Получается, если у вас остались какие-то вопросики, прошу в комментарии и до следующих видео.